Господин Юань. Вы знали? С самого утра я отвечаю на звонки о расторжении контрактов. Где Ли Джидзе? Скажи, чтоб немедленно ко мне пришел! После вчерашнего происшествия Ли Джидзе прислал мне сообщение. Он сказал, что докажет свою невиновность. Невиновность? Голос на этой записи не принадлежит ему? Да. Он постоянно строил козни, но я закрывал на это глаза. Но Хэнсин такая известная личность, как он посмел? Господин Юань, успокойтесь. Не волнуйтесь. Я думаю, что для нас сейчас крайне важно найти надежную пиар-команду, которая изменит общественное мнение. Какую команду? Насколько я знаю, компания, услугами которой пользуются Бори и другие, очень хороша. Подойди. Ты такая же сумасшедшая, как он? Ты думаешь, ты сможешь отговорить их от сотрудничества с Бори ради Рика? Сможешь? Немедленно найди Ли Джидзе и выясни, в чем дело. Неважно, каким способом, реши это как можно быстрее. Хорошо. И еще. Проект Чабу не должен попасть в руки Бори. Ты поняла? Да, господин. Подожди. Не будь мягкосердечной. Не беспокойтесь. Иди. Взгляни. Это запись разговора между Ли Чжидзе и Ван Зе. На его почте остался твой дизайн, который может нам пригодиться. Мы можем использовать эту информацию, чтобы заставить Ли Чжидзе покинуть Рик. Тогда, на неделе моды Миа, он вышел из костюмерной перед тем, как я вошел. Наконец-то. Наконец-то я дождалась этого дня. Я сказала об этом Лини, когда была в компании. Чувствуешь ли ты, что наконец-то сможешь отомстить? Конечно. Вот только... Директор Ли довольно умен. Как так легко он мог ошибиться? Это не важно. Кстати, разве ты не снимала на видео меня и Ли Чжидзе тогда у реки? Отдай его своему боссу. Хорошо. Господин Юань сегодня очень зол, а Ли Чжидзе так и не появился в компании. Я не знаю, что с ним будет дальше. Вряд ли извинения смогут помочь. А ты? Нашел что-нибудь? Эта запись принадлежит Ян Дженю, помощнику Хэнсина. Я слышала. А что насчет тебя? Есть какие-нибудь новости? От Лини я узнала, что проект, который Ли Чжидзе предоставил для Чабу, принадлежит сестре Нэн. Не знаю, стоило ли тебе это говорить. Сестра Нэн и так мне много помогла. Как думаешь, имеет ли сестра Нэн какое-либо отношение к этому делу? Так это или нет, но это последнее, о чем захочет узнать твой босс. Если они сговорились, то их нужно вывести на чистую воду. И ты должна это сделать. Юань, в чем дело? Ты все еще переживаешь из-за Ли Чжидзе? Да. Поэтому многие хотят расторгнуть с нами контракты. Юань, есть кое-что, о чем я не решалась тебе рассказать. Но ради блага компании
Я думаю, стоит рассказать. Говори. Я видела план Ли Чжидзе на столе Шэнь Юэнань. Так что я думаю, директор Шэнь имеет какое-то отношение к этому делу. Подумай, как план Ли Чжидзе мог появиться в кабинете Шэнь Юэнань? Это странно. Директор Шэнь, это тот план, о котором ты мне говорила? Госпожа Ло, вы имеете в виду? Я прослушала все аудиозаписи и прочитала все записи Хэн Сина. Не беспокойтесь, Ли Чжидзе всего лишь пешка. Он никак не повлияет на наш план. Он не знает подробностей. А что насчет Юй Сяо Сяо? Не забывай о том, что ты мне говорила. Жаль, что я поддержала вас на собрании Рика. Я думала, новости от Хэн Сина будут рекомендации для вашего дизайнерского плана. Я не ожидала, что Рик попадет под негативное общественное мнение. Это отразится на моем доходе. Госпожа Ло, вы неправильно поняли. Этот инцидент касается только Ли Чжидзе. Это никак не повлияет на сотрудничество между нами. Я добьюсь цели своим способом. Я надеюсь, вы все еще помните о нашем плане. Вы сказали, что это беспроигрышный план. Я не такая, как господин Юань. Мое терпение не безгранично. Не волнуйтесь. Конечно. Я обязательно доведу дело до конца. Мне просто нужна ваша поддержка. Я предоставлю все, что необходимо. Понимаете, директор Шэнь? Я не хочу навредить интересам Рик. Я хочу помешать только одному человеку, а не всей компании. Хорошо, госпожа Ло. На этом все. Я посмотрел видео, которое мне прислала Сяо Сяо. Так, что еще вы не знаете о Ли Чжидзе? Я знаю о похожей ситуации. Сяо Сяо рассказала мне, что Ли Чжидзе остался после того, как она ушла. Господин Юань, Входи. Что это? это записи с Ли Чжидзе с нескольких камер. Так совпало, что техотдел наконец восстановил данные. Я только сегодня утром получила эту флешку. И вместе с письмом с извинениями от нашей компании разослала запись коллегам. Посмотрите. Я ее уже видел. С этой записью мы сможем подать в суд на Ли Чжидзе, не так ли? Да. А ты можешь идти. Хорошо. В чем дело, господин Юань? План, который представил Ли Чжидзе на последнем собрании, принадлежит ведь вам, верно? Как такое может быть, господин Юань? Что еще более странно, так это то, что в это время вы вышли ответить на звонок. Господин Юань, я не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду? Слишком большое совпадение. Господин, вы подозреваете меня? Господин, я пришла в Рик сразу после университета, и вы лично приняли меня на работу.
Шаг за шагом я прошла путь от маленького стажера до директора по дизайну. На протяжении многих лет я считала Рик своим домом. Я всегда была рядом с вами. Как я могла сделать что-то, что может навредить Рику? Юэнань. Я помню, что когда я смотрел на тебя, мне казалось, что я вижу самого себя. Поэтому я сделал исключение и нанял тебя в компанию, несмотря на твое образование, и держал рядом, чтобы вырастить. Я радовался и гордился тем, чего ты достигла. Затем ты наняла Сяо-Сяо в компанию. Я думал, что вы хорошо поладите друг с другом. В конце концов, ты наняла ее. Но чего я не ожидал, так это... что ты станешь относиться к ней враждебно. Я прав? Да, я согласна с этим. Я даже завидовала. Но я никогда не буду рисковать будущим Рика, господин Юань. Раздоры внутри компании негативно отразятся на Рик, я знаю об этом. Да, я признаю, Юй Сяо-Сяо превосходный дизайнер, но у нее нет опыта. Может быть, однажды она займет мое место. Но если это поможет будущему Рик, мне больше нечего сказать. Кстати, о Ли Джидзе. Вам стоит знать, с тех пор, как он пришел в компанию, он проявлял ко мне интерес. Я признаю, что он преследовал меня, но я ничего не обещала ему, потому что знала, что такие отношения еще хуже, чем раздоры внутри компании. И еще. Господин Юань, вы знали? Я слышала от финотдела, что у нашей компании есть проблемы со счетами. Так что, господин Юань, я больше не доставлю вам проблем. Согласны? Я тут подумал, что у вас, старых сотрудников компании, должны быть ключи от офисов друг друга и за работы сверхурочно, верно? Так что Ли Джидзе таким образом мог получить твой план. На самом деле, я думал о том, как за то, что ты так давно со мной, выразить свою благодарность тебе. Так что... Господин Юань, что вы имеете в виду? Я хотел передать часть своих акций тебе. Однако, из-за проблем с Ли Джидзе компания больше не может работать.
Я знаю, что у тебя есть способ найти Ли Чжидзе, верно? Поговори с ним и решите этот вопрос как можно скорее. Хорошо, господин Юань. Посмотри на это. Взгляни, что написал Хэн Син. Зачем Хэн Син это выложил? Сяо-сяо, проверь свой телефон. Как дизайнерская компания с выдающимися достижениями в отрасли, Рик смогла самостоятельно провести расследование после скандала и дала надежду нам, молодым блогерам. Индустрия должна быть ориентирована на контент. Дизайнеры приветствуют и с нетерпением ждут новые работы Рик. Этот Хэн Син точно наш друг. Посмотри на себя. Ты говорила, что собиралась побить его. Как странно. Этот Хэн Син, почему он сначала обвинял, а теперь защищает? Разве другие не видели это и не слышали? Разве эту запись не Хэн Син опубликовал? Что ты понимаешь? Это говорит о справедливости Хэн Сина. Сяо-сяо, Господин Юань, замечательно. Я знал, что ты нравишься Хэн Сину. господин Юань, я правда ничего не знаю. Может быть, у него проснулась совесть? Как насчет этого? Ты можешь встретиться с ним от лица компании. Директор Лу, разве вы не говорили, что Хэн Син недавно был в командировке и ни с кем не встречался? Это так. Но это со слов его помощника Янь-Дженя. Тогда почему Хэн Син поддерживает Рик? Я не знаю, все слишком быстро. Но в чем я уверен, на записи, кроме голоса Ли Чжидзе, есть голос помощника Хэн Сина Янь-Дженя. Но я не знаю, почему он в этом участвовал. Я слышала, что новые акционеры Рика провели собрание и поддержали план Ли Чжидзе. Теперь, когда Ли Чжидзе устранен, самое выгодное положение у Ю Сяо-сяо. Что привело вас сюда? О чем задумались? Ни о чем, госпожа Дай. Хорошо, тогда продолжай следить. Основываясь на новом положении Рика, давайте действовать. Возможно, Хэн Син сможет сотрудничать с нами. Предоставьте это мне, не беспокойтесь. Что? Разве ты не связалась с Янь-Дженем, ассистентом Хэн Сина? Помоги. Он не отвечает в чате, не отвечает на звонки. Я не могу найти его в студии. Похоже, сам Бог усложняет мне жизнь. Дело не в Боге, а в господине Юане. Лини, помоги мне придумать способ. Ладно, тогда я буду милосердной и помогу тебе. Однако, ты сказала, что Хэн Син весьма интересен. Теперь, когда Ли Чжидзе ушел, разве проект Чабу не твой? Это не факт. Может, это просто случайность. Как могло такое случиться? Как такое могло случиться? Ты же сказала, что поможешь мне.
Ты сказала, что поможешь мне! Тебе не обязательно это делать. Оборот компании сократился из-за тебя. Я не могу сосчитать количество запросов на возврат. Хочешь, чтобы я сел в тюрьму? Это безвыходная ситуация! Предупреждаю, ты пойдешь на дно со мной! Твои руки тоже нечисты! Как такое возможно? Если ты от меня отстанешь, может быть, я буду присылать тебе подарок на Новый год. Что хорошего в том, что ты потянешь меня на дно? Кроме того, не я с тобой так поступила. Не ты со мной так поступила? Если бы не твоя ненависть к Сяо-Сяо, я бы этого не сделал! Чушь! Почему я должна ненавидеть ее? Раз ты сделал это, то значит, ты привык к таким вещам. Ты крал дизайнерские наброски других людей еще в школе, чтобы другие не смогли окончить обучение. Ради участия в конкурсе ты забрызгал краской чужие работы. Я видела это. После прихода в компанию, сколько скидок ты получил от поставщиков в ходе проекта? Одного этого достаточно, чтобы отправить тебя в тюрьму. Да. Это так. Я Ли Джидзе родился презренным человеком. Я признаю это. Но как насчет тебя, Юнань? Ты такой родилась? Я до сих пор помню, когда мы вместе пришли в компанию, ты смотрела своими невинными глазами, как олененок. Работая сверхурочно так, что у тебя под глазами появились темные круги. Это ранит. Тогда мы все еще могли ценить проекты друг друга, обмениваться планами и развиваться вместе. Тогда я думал, что из нас двоих кто-то должен отвечать за это. И это должен быть я. Я не ожидал, что все так получится. Подставляем, обвиняем друг друга. Я не изменилась. Ты сам виноват, что раньше этого не замечал. Ладно. Я понял. Ли Джидзе. Я обращусь за помощью к адвокату. Я постараюсь помочь. Ты заплатишь только компенсацию и не попадешь в тюрьму. Увольняйся из компании и возвращайся в родной город. Береги себя, подруга. Я ведь говорил, что обычно я прихожу сюда выпить, здесь так просторно, зачем пить дома одному? Я заметил, что ты любишь выпить. Поздно возвращаться домой. Твоей жене все равно. Какой жене? У меня нет девушки. Я одинок. Да не обманывай меня. Я видел фотографию на твоем столе. Какую фотографию? Твоей подруги. Она не моя. Не твоя? Давай выпьем. Я слышал, господин Хэн Син еще в командировке. В последнее время в Рике много чего произошло. Благодаря господину Хэн Сину. Такая большая компания смогла избежать падения. Каждый сам себе хозяин. Но ты пришел сегодня ко мне поговорить не только о Рике, так? Господин Янг, ты понимаешь людей. Мой босс попросил меня договориться с Хэн Сином о сотрудничестве. Так когда он вернется из поездки? Я не знаю. Как правило, наш босс делает все в последнюю минуту.
Последнюю? Выпьем, хватит о работе. Благодаря этому кризису мы стали более сплоченными. И некоторые получили соответствующее наказание. Теперь компания может работать без сбоев. Благодаря совместным усилиям директора Шени Сяо-Сяо. Имя компании было очищено. Таким образом, с сегодняшнего дня директор Шень повышена до заместителя генерального директора компании. А Сяо-Сяо повышена до креативного директора. Проект Чабу будет твоим испытательным сроком. Не подведи меня. Спасибо вам, господин Юань. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, все свободны. Здорово. Заместитель директора. Это просто отдел кадров. Прекрати, она еще здесь. Идем. Идем. Нет! Поздравляю, директор Юй. Моя должность директора – это предел мечтаний. Думаешь о Хансине? Не волнуйся, я хорошо знаком с его ассистентом. Я помогу. Ты знаешь Ян Дженя? Разве вы не виделись всего один раз? Мы виделись раньше. Я всегда уделяю особое внимание твоим делам. Я все узнал. Он любит выпить, и я собираюсь угостить его. Да. Держись за него крепче. Буду пить с ним 3 дня и 3 ночи. Не верю, что он меня отпустит. Ты достоин быть тем, кто у меня на ладонях. До дна. До дна. Я осторожно. Потерпи, ты же уже взрослый. Терпи. Я аккуратно. Осторожней. Теперь ты знаешь, что боишься боли. Ходи осторожно. Хорошо. Почему так смотришь? Пойдем поедим. Я объелась. Знаешь, когда я училась в старшей школе, после каждого экзамена мы ходили в ресторан. Ты... с кем ходила? Не скажу. Не скажешь, не скажешь, не скажешь? Ладно, ладно, ладно. Это мой лучший друг. Ты его не знаешь. Когда мы познакомимся поближе, я расскажу тебе о нем. Мы недостаточно близки?
Я почти дома. Не нужно провожать. И все? А поцеловать, обнять, поднять на руки. Спокойной ночи, господин Вкусняшка. Я так счастлива. Пока. Пока!